Привет, дорогие любители рукоделия! И в этом видео мы свяжем с вами вот такую вот обманщицу. Эта коса мастерица просто обмана, притворства и маскировки. Она вообще не то, чем кажется. Вот как вы думаете, как связана эта коса? Хотя я ее перевернула, и кажется, все стало ясно. Конечно же, эта коса связана крючком, и только крючком. Вот этим вот крючком она связана, но она пытается выдать себя и, скажу честно, делает это очень успешно за косу спицами. Смотрите, кажется, как будто бы это резинка спицами, и на резинке вывязаны такие косы. Это, конечно, тоже немножко резинка, но далеко-далеко не спицами. Это коса крючком. У меня есть целый плейлист, где я собираю вещи, которые связаны крючком как спицами. Этот плейлист так и называется: крючком как спицами. Если вам нравится это направление вязания, если вам нравятся вот такие вот техники, такие косы, либо шапочки, которые связаны крючком, но выглядят точно так же, как вязаные спицами, то, конечно же, добро пожаловать в мой плейлист. Да и вообще подписывайтесь на канал и давайте уже начинать вязать эту косу. В этом видео мы будем вязать вот такой двуцветный образец. Можно вязать в один цвет, я вяжу в два, просто для наглядности, для того, чтобы вам было виднее и понятнее, куда, как проходить, куда переходить. Вяжется эта коса в моем исполнении без отрыва нити, без узелков. Все вяжется единым полотном. И по лицу, и по изнанке получается идеальная поверхность. Ничего не надо сшивать, не надо вязать никаких участков отдельно, пришивать их отдельно. Все вяжется единым полотном, все вместе. Просто немножко, несколько лайфхаков для этого я тоже придумала. Для вязания такой косы я набираю число петель кратное 20. Я наберу 40 петель, то есть у меня это будет 2 раппорта. Просто набираю цепочку из 40 воздушных петель. Крючок для этого вязания я беру немножко большего размера, то есть вот моя ниточка, и крючок у меня 4 миллиметра. И перехожу к вязанию первого ряда. Я свяжу несколько установочных рядов перед тем, чтобы начать делать саму косу. Это будет просто красивее, но об этом я вам все равно расскажу. Итак, воздушная петля подъема для первого ряда, делаю накид и вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю тушку, подхватываю рабочую нитку, вытаскиваю одну петлю и протягиваю эту петлю через все нити на крючке. Это получается соединительный столбик с накидом. Снова делаю накид за дальнюю тушку и вытаскиваю нить через все нити на крючке. 2 накид за дальнюю тушку, подхватываю рабочую нитку и вытаскиваю ее через все нити на крючке. С обратной стороны такой петли, видите, образуется коса. Работаю такими соединительными петлями с накидом до конца этого ряда. Их будет тоже 40. Точно такое же количество, которое я делала, которое я набирала для цепочки из воздушных петель. Последняя 40-я петля. И дальше будет второй ряд. Он будет точно такой же. Снова воздушная петля подъема, поворот. Снова делаю накид. И во второе звено от крючка за дальнюю тушку делаю соединительную петлю с накидом. И здесь точно так же будет 40 соединительных петель с накидом. Я буду работать таких 6 рядов, то есть вот сейчас довязываю второй и затем вяжу еще 4. Это будет просто нижний край, как бы отбивка перед косой. Отбивочные ряды я связала, вот она лицевая сторона, и дальше я перехожу к вязанию самой косы. Снова делаю воздушную петлю подъема, поворот, делаю накид на крючке и вяжу 5 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3,
4, 5. Дальше делаю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В принципе, вязать такую косу можно на любых разумных значениях соединительных петель и воздушных петель. Вот у меня будет 10 на 10. Можно сделать и 6 на 6, 8 на 8 и большее число. Да? Это все просто образец и принцип того, как вяжется такая коса. Я буду вязать ее без отрыва, единым полотном, никаких сшиваний, никаких обрывов нити. Все будет вязаться единой деталью. И все будет также распускаться единой деталью. Я жутко не люблю отрывать нить, потому что мне кажется, что тогда из пряжи уже нельзя экспериментировать, поэтому я стараюсь все делать без отрыва нити. Дальше отсчитываю внизу 10 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11-ю вкалываю крючок, но перед этим делаю накид на крючке. Вкалываю крючок и снова делаю соединительную петлю с накидом. Это будет 1. И дальше делаю еще 9 соединительных петель с накидом, то есть 10. 2. Итого будет 10, да? 10 на 10 у меня коса. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну а дальше повторяем этот раппорт. Вот он раппорт. 5 соединительных, 10 воздушных, 5 соединительных. И в обратную сторону мне остается связать еще 10 воздушных и 5 соединительных. Да? У меня всего 2 раппорта. Если у вас больше, то повторяйте большее число раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова делаю накид и снова отсчитываю по низу 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаю 1, делаю 2, 3, 4 и 5. Все, первый ряд косы на этом закончен. Он просто, видите, проделывает отверстие. Вот 2 отверстия он сделал. Второй ряд косы. Воздушная петля подъема, разворот. И здесь за дальнюю дужку вяжу 40 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот я прихожу уже на цепочку. И здесь точно так же за дальнюю дужку вкалываю крючок. 6, 7. И работаю так до конца ряда. Второй ряд косы готов. Дальше делаю третий ряд. Он будет такой же, как отбивочные ряды. 3, 4, 5, 6. Это толщина одного витка косы. Вот у меня он будет из 6 рядов. В принципе, можно тоже взять любое число. Опять воздушная петля подъема, поворот. И работаю за дальнюю дужку, за заднюю дужку делаю соединительные петли с накидом. И так я вяжу со второго, нет, с третьего по 6 ряд. То есть еще 4 ряда я вяжу просто за дальнюю дужку. Да, отверстие не делаю. Это будет первый виток. Провязывайте это самостоятельно, и я покажу вам, как делать второй виток. Половину косы я связала, и дальше для наглядности возьму контрастную нить. То есть дальше косу я буду вязать белым цветом, но
вы вяжете тем же самым, которым вяжете вы, я просто продолжу белым, потому что так просто будет более видно, да, что я делаю. Итак, воздушная петля подъема, поворот, накид, и во второе звено от крючка начинаю делать вторую половину косы. Точно так же за дальнюю дужку, да, давайте я здесь ниточки все подтяну, вяжу 5 соединительных петель с накидом. Точно так же, как я начинала первую половину, да. 3 у меня готово. 4. 5. А дальше смотрите, что я делаю. Я беру и перехожу к ряду с дыркой. Делаю накид. И вот здесь вкалываю крючок в первую косичку, куда нет петли, да. Вот я хорошо вижу. Вот сюда есть петля, значит, вот сюда вкалываю. Над этими петлями мы делали цепочку из воздушных петель. И помните, мы откладывали 10 этих петель. Вот их будет 10. И я здесь делаю 10 соединительных петель с накидом по нижнему ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот последняя петля остается. 10. 10 соединительных петель провязаны. Смотрите, дальше делаю главный трюк этой косы. Я снимаю петли с крючка и вставляю в отверстие. Да? Возвращаю петлю на крючок, то есть вот она, получилось обвитие. А ниточку перебрасываю, работающая нитка у меня сейчас белая, я перебрасываю ее и увожу вправо от крючка, вот так, чтобы она была вот здесь в правом углу. Это принципиально важно. Именно в правом углу. Если она будет в левом углу, то вы не распутаете это вязание, придется резать нити. Если она будет в правом углу, то тогда один ряд будет запутывать эту нитку, а в следующий ряд будет ее распутывать. Это прям принципиально важный момент. Вот в этом углу должна быть нитка. Делаю накид на крючке. И вот здесь продолжаю вязать. Я по фиолетовой части отсчитываю 10 следующих косичек, куда не сделано вязание. Вот считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11 вкалываю крючок и продолжаю вязать соединительные петли с накидом. Их снова 10. 1, 2, 3. Здесь очень аккуратно, смотрите, у меня нитка идет от клубка, вот она теперь как бы впутана в вязание, она проходит через вот это отверстие и идет вот к клубку. И мне, чтобы ее тянуть, я очень аккуратно ее вот так вот подтягиваю, чтобы ничего не стянуть, чтобы не запутать, да, потому что по стянутому полотну вязать неудобно, чтобы она потом хорошо вытянулась, да. Я просто вот ее аккуратненько так тяну через полотно, соответственно. И продолжаю, да, вязать и считать. Так, это 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и снова подхожу к отверстию, проделываю то же самое, что я уже проделывала. Спускаюсь вниз и по нижнему фиолетовому ряду по отверстию вяжу снова 10 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ну и снова мне нужно нырнуть в отверстие, да, нитку. Вот так она у меня идет, эта нитка. Вот клубок. Проделываю то же самое. Снимаю петлю с крючка, ныряю в отверстие и возвращаю петлю на крючок. Вот так. А нитка, рабочая нитка должна быть в правом углу. Да? Здесь все верно. Вот она в правом углу. Вот так. Делаю накид. Ну, точно так же. Да? Это уже второй раппорт пошел. И здесь снова отсчитываю 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 11. В 11 вкалываю крючок и делаю 1. Тянуть нить, конечно, здесь все неудобнее и неудобнее, но можно сразу вытянуть себе такой жирненький участочек. 2, 3, 4, 5. Все. Первый ряд косы на этом готов. Первый ряд второй половины косы. Да, вот она нитка, она идет вместе с рядом. Теперь она запуталась в ряд, и дальше второй ряд будет эту нить выпутывать. Как делается второй ряд? Воздушная петля подъема, поворот, второй ряд второй половины косы. Нить увожу так вот за крючок. И здесь вяжу во второе звено от крючка, делаю накид, вкалываю крючок и вяжу соединительные петли с накидом, естественно, в количестве 40 штук. Но смотрите, как они идут. Они сюда спускаются, потом сюда заныривают, здесь выныривают, опять спускаются. В общем, все это я сейчас повторю крючком. 2, 3, 4. Здесь в каждом ряду будет каждый раз 40 петель, 40 соединительных петель. Количество петель меняться не должно, если вы все делаете правильно. Итак, вот я вяжу, подхожу к первому отверстию и смотрите, что делаю. Если там я заныривала, то здесь опять снимаю с крючка петлю и я выныриваю. И выныриваю вместе с ниткой. И вот она нитка, она освобождается. И снова возвращаю петлю на крючок и продолжаю вязать соединительные петли с накидом по белому ряду. Так. Так. Здесь самое сложное — это правильно занырнуть и правильно вынырнуть, чтобы не перепутать, чтобы нити не перепутались и чтобы они распутались. В одном ряду, чтобы они красиво запутались, а в другом ряду, чтобы они красиво распутались. Тогда получится безотрывная коса. Так. Ко второму отверстию я скоро подойду. И все, да, вот я подошла ко второму отверстию, снимаю петлю с крючка и выныриваю. Выныриваю. Вот. Вынырнула. На фиолетовую нитку не обращайте внимания. И довязываю, вот ряд довязываю до конца по белой части. Это будет 2 ряда от второго витка косы.
Всего второй виток, точно так же, как и первый, будет состоять из 6 рядов. 2 ряда я связала. Остается еще 4 ряда. Можно немножко уже вот так поправить. Уже видно вот это обвитие, пока не слишком красивым, но вся красота впереди. Итак, перехожу к вязанию третьего ряда. Ну, здесь все то же самое. Воздушная петля подъема, поворот. И работаю по белой части. Да? Повторяю, веду свой крючок по белой нити. Накид. Второе звено от крючка делаю соединительную петлю с накидом. Снова соединительная петля с накидом. Их, как всегда, здесь будет 40 соединительных петель с накидом, как и в предыдущем ряду. Так. Сейчас я провяжу эту часть и покажу, как снова я заныриваю в виток. Ну вот, допустим, я связала. Здесь, в принципе, четкого количества петель уже нет. Можно заныривать на любом удобном для вас расстоянии. Заныриваю и нитку увожу в правый угол. Вот так, чтобы она шла за крючком. Возвращаю петлю на крючок и продолжаю вязать по белым петлям. Надеюсь, этот момент понятен. Вяжу так до конца этого ряда. Остается занырнуть еще будет во второе отверстие. Третий ряд на белой части готов. Четвертый ряд. То же самое, как мы делали второй ряд. Воздушная петля подъема. Перекидываю нитку через крючок. Вот так, чтобы было. Получается, что я сделала поворот в вязании. Делаю накид и вяжу 40 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. В этом ряду нитку я буду опять выпутывать, то есть я буду выныривать из своих отверстий и выпутывать одновременно ниточку. Так. Вот. Делаю немножко петлю побольше и вот так вот вывожу нитку, петлю и само вязание в отверстие. Возвращаю петлю на крючок, затягиваю и снова вяжу по белым петлям. До следующего отверстия вяжу. Дохожу до второго отверстия и выныриваю через него. Снова возвращаю петлю на крючок и довязываю уже этот ряд по белым петлям до конца. Так, пока вот такая вот кракозябрина. Сейчас я ее расправлю. Вот так. И это я связала в белой косе 4 ряда. В фиолетовой у меня было 6. То есть нужно еще в белой косе связать 2 ряда. Но они будут точно такие же, как 2 предыдущих. Поэтому этот момент уже делайте самостоятельно. И дальше я покажу вам финальный ряд. То есть финальную отделку уже поверху этой косы. 5-6 ряд на белой половине готов. Все, дальше будет соединительный ряд. Больше запутывать нити я не буду. Итак, делаю воздушную петлю подъема, поворот и вяжу сначала 5 соединительных петель с накидом за заднюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5.
Дальше спускаюсь вниз к фиолетовой половине, вспоминаю про нее. И вот я вижу, вот были провязаны 5, и начинаю в следующее звено за дальнюю дужку снова делать соединительные петли с накидом. Их должно быть 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот последняя, как раз в последнее фиолетовое звено. И дальше, видите, опять провязанные петли. И 10, да? И теперь мне нужно перейти снова на белый участок. Вот он виток образовался. Но перед этим нужно посчитать. Здесь считать, конечно, не так удобно, потому что здесь, видите, делается перехлест. Но все равно считаем 10 краевых косичек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Давайте как-нибудь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Вот она 11-я. 10 отсчитали. Вот она 11-я. Так, давайте пока вколю в нее крючок, чтобы ее не потерять. Делаю накид и вкалываю крючок в 11-ю петлю. И делаю соединительную петлю. И здесь вяжу теперь 10 соединительных петель с накидом. Все петли соединительные у меня в этой косе вяжутся с накидами, да, по белой части. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 провязала. Так, поправляю. И снова возвращаюсь к фиолетовой, к нижней, к фиолетовой детали. Здесь считать, видите, ничего не надо. Здесь просто спускаюсь. Вот так вот я спускаюсь в нижний ряд. И вот вижу, вот было вязание. Вот они провязанные петли. Вот свободные начинаются. И снова вяжу 10 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И снова так. Вот 10 провязала по фиолетовой детали. И дальше мне нужно снова перейти на белую часть. Вот смотрите, что уже получается, да? Здесь точно так же. Вот от этого края снова отсчитываю 10 петель. Вот так вот. Точно так же, как в предыдущем. Но я просто знаю, у меня это последний, и здесь должно быть 5. И мне проще вот здесь вот отсчитать 5 и их провязать. Потому что в конце остается только 5 соединительных петель. Поэтому я просто раз, два, три, 4, 5, чтобы не мучиться там с переходом. Но если это у вас не последний раппорт, то, конечно же, отсчитывайте 10 от провязанных, а не 5 от конца. И провязываю 5 соединительных петель. Конечно же, не туда, куда я начала провязывать. Так, извините, заболталась. Так, вот сюда провязываю 5 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5. Вот он, белый ряд. Это был первый ряд, который смыкал
эту косу и дальше возвращаюсь, вяжу второй ряд, да, здесь будет просто вот иду по белой нити 40 соединительных петель с накидом, уже никаких особенностей здесь нету. И таких простых рядов прямых я свяжу, ну, наверное, еще 5, просто для красоты, чтобы вам показать, как будет выглядеть эта коса уже как бы в законченном своем варианте, когда она имеет отбивку из простых рядов снизу и отбивку из простых рядов сверху. Напоминаю еще раз, здесь просто 40 воздушная петля подъема и 40 соединительных петель с накидом до конца ряда. Довязала я вот эти вот верхние ряды. И смотрите, что получается. Вот она, это роскошная коса, да? Причем из двух цветов. Вот это, допустим, лицевая сторона. Смотрите, изнаночная сторона ничуть не хуже, да? Никаких швов, никаких... Я видела варианты, когда вот здесь вот как-то сшивают вот эту косу. Здесь ничего такого нету, да? Идеальное лицо, идеальная изнанка. Единственное, что у этой косы есть одна особенность, но она небольшая. Смотрите, какая у нее каждое второе звено косы, каждый второй виток имеет отверстие. Вот этот не имеет, а вот этот имеет. То есть первый, третий, там дальше, если продолжить, пятый, будет седьмой, имеет отверстие. Если вам это отверстие не нравится, просто возьмите и сшейте его по изнанке вот этими же нитками, да. Но мне, если честно, вот как-то оно не мешает. Допустим, если вы хотите сделать варежки с такой косой, то, скорее всего, нужно зашить это отверстие. А если это будет свитер, кардиган, снуд или шаль какая-нибудь, то можно оставить и так. Здесь, в принципе, витки плотно прилегают друг к другу, и вот этого отверстия совершенно не видно, да, оно образуется только если я вот его специально пытаюсь найти. Это у меня образец из двух цветов. И вот он, мой большой образец. Здесь немножко другая пряжа, здесь акрил, видите, он так поблескивает. Из одного цвета, да, тоже, вот смотрите, вот отверстие и вот отверстие. То есть здесь у меня аж целых 3 отверстия уместилось. Здесь больше сделано раппортов, да. И я сначала сделала отбивку, связала одну косу, потом отбивку, потом вторую косу и потом снова отбивку. Таким узором можно связать, да что угодно можно связать таким узором. Начиная от шапки, снуда, можно связать свитер поперечным вязанием, представляете? И никто никогда вам не поверит, что этот свитер связан крючком, а не спицами, потому что эта коса, ну, просто выглядит так, как будто бы она связана спицами. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Любое изделие можно связать таким узором. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, мастер-классы. Спасибо за внимание. Пока-пока.